Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Я опять в гараже, а это значит, что я продолжу собирать свой мотор из хлама этого гаража. Я в прошлый раз насобирал множество запчастей, это, наверное, основные запчасти, блок, ГБЦ, там всякие различные поршни, чего только нет, коленвал взял, ну и куча мелочевки. В общем, в принципе, все к тому, что можно начать собирать мотор. Но вот сегодня я вернулся в гараж посмотреть еще всяческие железки, которые здесь можно взять. Может, что-нибудь полезное еще найду. Ну, если в прошлый раз я прошелся по верху гаража, то сегодня я в святая святых этого места. Это подвал, он же яма. Ой, я не знаю, понадобится ли мне старая прокладка ГБЦ. Я уж надеюсь, до такого я не опущусь. Это найдется что-нибудь поновее. Но здесь есть вот такая вот штука. И лежит она здесь уже лет 15, наверное. Это коробка передач от моего Эклипса. Фу. Не знаю, понадобится ли мне эта коробка передач, потому что я не знаю самого главного, в какой машине все это я буду собирать. То есть, если мотор-то уже понятно, 4G63, хотя просто банально собрать мотор из хлама в гараже, это было бы неинтересно, это будет необычный мотор. Но все же, ставить его опять в Eclipse, да как-то это скучно, я думаю, никто из зрителей это не оценит. И тут вопрос, конечно, как вы считаете, какую машину мне нужно собрать, а может быть у вас есть какая-то машина на примете своя, и вы хотите, чтобы я поставил все это в вашу машину. В общем, напишите в комментариях, в какую машину будем все это ставить. Я бы, конечно, очень хотел какой-нибудь там 965-й Запорожец, ну что-нибудь такое вот необычное, маленькое, чтобы туда впихнуть это, чтобы его разорвало в разные стороны, в клочья. Ну, в общем, напишите в комментариях, что вы считаете для этого проекта интересным, смотрибельным и оптимальным. Жду. Ну вот только я обрадовался, что у меня есть очередная деталь для моей несуществующей машины. И в целом она даже в очень хорошем состоянии, как казалось, пролежав эти 15 лет в подвале гаража. Но не тут-то было. Это, оказывается, та самая коробка, которая у меня рыгнула в свое время на 500 лошадях. На моем Эклипсе. Здесь вот нет куска, который у меня растрескался, разлетелся на дороге по шоссе к Домодедово. Прямо таким шлейфом на несколько километров из масла и болтов и гаек. Так что эта коробка мне совсем не подойдет. Будем искать другую. Да и вообще это переднеприводная коробка. Не люблю я передний привод, поэтому, наверное, займемся поисками полноприводной коробки передач. Да, я думаю, какой бы проект я не собирался строить, он по-любому будет именно полноприводный. Ну, никак я не перевариваю переднеприводных этих недомашин. Я надеюсь, в этом вы меня тоже поддержите. То есть будем строить полный привод по-любому. Ну, может, по фану задний, но никак не передний. Но опять-таки, если придется заморачиваться с полноприводной коробкой, то у меня есть под нее раздаточка вот от механики. Не знаю, какой передаточной часовни, там это все важно. Но у меня есть еще одна раздаточка, даже вот в каком красивом пакетике, вся покрашенная. Ну, то есть, в принципе, на полный привод что-нибудь насобирать можно. Не буду сейчас это все тащить с собой в мастерскую. При всем своем желании всего комплекта запчастей у меня, конечно, нет. И я уже в предыдущем видео говорил, что если у кого-то есть какая-то возможность помочь, в частности, например, шатуны уж точно мне были нужны, масляные насосы мне нужны были, то как бы помогите, у кого что есть, там, либо купить за какие-то небольшие деньги, либо, в общем-то, приму в дар с удовольствием. Потому что тратиться на этот проект не очень хочется, он как бы должен соответствовать своему названию. Мотор из хлама. То есть платить за него какие-то большие деньги, это уже будет не совсем мотор из хлама. Хотя некоторые компоненты, конечно, придется поставить новые, свеженькие, но это вообще вот минимально то, что самое необходимое. Ну, например, какие-то вкладыши поставить. При этом мне уже пообещали найти масляный насос как раз, и я поеду их заберу. И еще один комплект ковки. И даже коробку передач, механику. Посмотрим, привезут или не привезут. Сейчас съезжу в мастерскую. Должен приехать курьер. Вот мне привезли коробку передач. Это полноприводная механика. Ну, правильнее сказать, конечно, это корпус коробки передач от DSM коробки. Но в текущих условиях даже это прекрасный подарок. Большая благодарность
Денису из Беларуси за такой босяцкий подгон. Все компоненты мотора, а конечно же и эту коробку передач я буду реставрировать. Про эту коробку уж точно достоять отдельное реставрационное видео в лучших традициях миллионников с индусами. Но, правда, там они это песочком и говном все оттирают, и люди смотрят. У меня так явно не получится. Я со своим аквабластингом не дорос до такого уровня. Но все-таки можно попробовать. В таком состоянии коробку найдешь нечасто. Вот в той же яме гаража я нашел вот такую коробку. Ну, уже по коробке видно, что это тюнячка. Притом, ну да, мой телефон, там адрес, все дела. И в ней куча этикеточек от тюнячих запчастей. И вот такая вот интересная деталь. Это сейчас, да и в общем-то и тогда была крайне редкая деталь. Это хаузинг масляного фильтра от EVO 3 мотора с выходом на масляный радиатор и с термостатом. Он поврежден, вот у него такой дефект, разорвал резьбу. И я его выбросил в эту яму, потому что варить тогда тик-сваркой я не умел. Да что говорить о тик-сварке. Я обычной этой сваркой тогда не владел. И все вещи типа выхлопных систем заворачивал в скотч и привозил тем людям, которые это умеют. Но сейчас научился, и в принципе я смогу и отреставрировать, и отремонтировать этот хаузинг. А он мне очень пригодится. Это очень полезная штука в моем проекте. Охлаждение масла – это всегда круто. Так же, как круто в свое время было поставить вот такие вот облегченные алюминиевые шкивы на все возможные устройства на моторе, от генератора до коленвала и гура. Ну а как вот обходиться теперь? Я не знаю, как сейчас обходятся без вот такой вот тюнячки. Наверное, может быть, не обходятся и тоже ставят такое. Но раньше ни один тюнинг-проект не обходился без прозрачной крышки ГРМ. И вот она у меня сохранилась. Также я нашел кучу прокладок. Тут какие-то комплекты тюнячие и оригинальные. Но, по крайней мере, надеюсь, что они мне очень помогут. Привезли мне несколько масляных насосов. Все они под разбор. Все надо разбирать. Один из них даже вроде как Extreme PSI, такой тюнинный насос. Не знаю, что в нем тюнинного. Но есть у меня и мой один. Ну, в общем, из 4 что-нибудь соберу. Может, даже хорошее и рабочее. Все предстоит открывать, смотреть. На самом деле, на мой классический DSM-блок, ну, про 7-болтовый, коробка как раз располагается слева. Ну, если смотреть на подкапотку, стоять перед машиной. То есть, вот, коробка стоит с этой стороны. Но можно, в принципе, подумать о том, чтобы поставить на этот же блок какую-нибудь эволюшеновскую бошку, ну, например, от какого-нибудь 7-го или 8-го типа AirTrack, развернуть ее в ту сторону, и тогда уже развернуть мотор, и можно будет прицепить эволюшеновскую коробку, например, 6-ступ. С эволюшеновской коробкой, конечно, будет выбор поприятнее, она все-таки более-менее современная, да и запчасти на нее есть. У моего товарища недавно ребилдили коробку, у него остались множество запчастей от 5-ступа, так что, в принципе, ну и более-менее коробка-то у меня есть. Можно сказать, либо DSM соберу, либо EVO соберу, но это не самое главное. А самое главное сейчас разобраться с самим блоком. Я не особо сильно бы переживал за этот блок, но дело в том, что это номерной блок с моего Эклипса, и какая-то вот такая ностальгия по старым временам не позволяет мне с ним поступить кощунственно. Поэтому я и хочу подобрать какие-то мощные штуны, потому что если провернет вкладыши на колени, если загнет клапана, то ничего страшного, сам блок останется целый, чугунка. А вот если оборвет шатуны и вылетит кулак дружбы, ну, тогда блок под списание. И это уже будет неприятно. Если, конечно, найдется у меня какой-нибудь дополнительный блок, или у кого-то, кто мне его подгонит, то, конечно, будет здорово, и тогда будет больше возможностей для эксперимента. Кованые шатуны на этот мотор, на 4G63, продаются на AliExpress. Стоят в районе 20-ки, и если получится собрать на это денег, то я, конечно, куплю с удовольствием новые кованые шатуны. Это будет гарантией надежности, по крайней мере, в этом узле. Поэтому, если вы поддержите этот
проект финансово, поучаствуете. Внизу в описании написано номер карты, на который можно сделать перевод. Или если у вас работает раздел спонсорства, то всегда рад новым спонсорам. Буду давать и делать им какие-то дополнительные бонусы. Так что переходите в эти разделы. Жду ваших донатов. Головку блока цилиндров я отмыл в своей барботажной мойке. Про эту технологию у меня есть отдельное видео на канале. В принципе, она отмылась очень хорошо, но хочется такого прям блеска. И тут я в большом сомнении, мыть ли эту деталь двигателя в аквабластинговой камере, то есть в любой абразивной технологии. Все дело в том, что в последнее время в связи с распространением, прям катастрофическим распространением этих аквабластинговых камер появилось множество отзывов. Кто-то пишет, что все нормально, все здорово, но есть и варианты, где эти камеры обвиняют в том, что они погубили им мотор. Даже там известные блогеры, я знаю, писали об этом. Напишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли очищать эту деталь, головку блока цилиндров, в аквабластинговой камере? Если да, то почему? Если нет, то тем более почему. Я еще обдумаю, есть варианты, как позакрывать все каналы, но пока, в общем, я в раздумье. Напишите в комментариях. Изначально, когда я анонсировал весь этот проект, я уже говорил, что мотор будет непростой, и турбин там будет несколько. И что приходит в голову первое? Ну, конечно, поставить две турбины, сделать какую-нибудь компаунд-турбосистему на 4-цилиндровом рядном моторе. Твин-турбо это или би-турбо, вот бы сейчас устроить срач в комментах, но у меня-то квадротурбо. Про компаунд турбосистемы я, скорее всего, скоро выпущу отдельное видео. Я пригласил Никиту Гиндеса, это тот настройщик, с кем мы уже снимали серию различных видосов по настройке и по устройству машин. Он большой эксперт в этой области, и я думаю, он нам расскажет. И заодно, кстати, расскажет про то, как настраивать будем этот мотор, потому что он все-таки согласился настраивать этот мотор, когда я его соберу. Напишите в комментариях, интересна ли вам эта тема. Тема компаунд турбо, би-турбо, твин-турбо, ну и квадротурбо, конечно, тоже. И, как мне кажется, куда интереснее вместо двух больших турбин поставить 4 маленьких. Вообще задумка поставить по турбине на цилиндр у меня уже давно, и я начал искать турбины, подходящие под это дело, и ничего другого не нашел, как взять турбины от мотора 6А13 Twin Turbo, это TD03. Достаточно легко их найти в неплохом состоянии, хотя, честно говоря, барыги за них берут немаленькие деньги. Но тут помогли опять-таки добрые люди. В первую очередь огромная благодарность VR4 клубу за то, что помогли в поиске. Но и многие мои DSM-друзья с Питера, с Владивостока, даже разборка Аэравто присылала мне парочку турбин практически даром. Сейчас, конечно, они выглядят как новые. Для этого их пришлось разобрать, почистить. Но это все временное решение. На самом деле я больше смотрел, что у них внутри, потому что из 5 турбин, которые у меня есть, 2 прям, в отличном состоянии, еще 2, в маломайски подходящем состоянии, и последняя как раз пошла на запчасти к предыдущим. То есть, в принципе, из 5 турбин у меня получается более-менее комплект из 4. Такой с натягом, потому что передняя и задняя турбина на моторе 613 отличаются. Передних турбин вот такая горячая часть, у задних турбин вот такая горячая часть. И, соответственно, аутлет, выход на выхлопную систему у них разный. То есть у передней турбины он короткий, вот такой вот, а у задней турбины он длинный.
Ну и чтобы все выглядело одинаково, то, конечно, желательно все горячие части, все хаусинги выхода на выхлопную систему иметь тоже одинаковые. Выход на аутлет разный, разная прокладка, разные фланцы. Ну и чтобы как-то унифицировать все это, то придется, конечно, еще поискать передних турбин, для того, чтобы сделать все одинаково. То есть еще как минимум надо будет найти одну горячку и еще как минимум найти один аутлет. Хотя эти аутлеты у меня тоже в не очень хорошем состоянии, но, по крайней мере, проэкспериментировать удастся для начала. Все эти мои турбины, конечно, надо дефектовать и ребилдить, хотя некоторые из них даже дефектовать не стоит, и так видно, что они уже конченые. Хотя вот что-то от них можно взять, даже, например, крыльчатку горячего турбинного колеса. У кого есть на примете хорошая контора по ребилду, по ремонту турбин, напишите в комментариях. А в идеале, если эта контора согласится поучаствовать в моем проекте и за какую-то рекламу, ну или по крайней мере, с большой скидкой. Напишите в комментариях, кого вы знаете, как они ремонтируют, где находятся. Ну, Москва, Московская область желательно. Ну, вариантов развития событий у меня, конечно, много. Первый, самый простой, с которого я и хочу начать. Взять наши 4 турбины, расположить их где-то вот здесь над ГБЦ. Три и 4. В них подвести выхлоп, в каждый цилиндр, в каждый хаусинг, в каждую горячую часть завести свой цилиндр, ну а соответственно выходы завести в впускной коллектор. Со впускным коллектором, я думаю, что предстоит тоже все непросто. Один из вариантов, конечно, завести каждую турбину в общий ресивер, а можно завести каждую турбину в свой дроссель и подвести в свой цилиндр. Я не знаю, как настраиваться будет этот мотор на 4 дросселях, 4 турбинах, и каждая заведена из одного цилиндра в другой цилиндр. Но по поводу расположения и подключения турбин есть другие варианты. Я о них, конечно, расскажу потом, когда создам хотя бы макет первого варианта. Но первый, вот, мне кажется, самым простым в таком изготовлении, и вот можно будет его сделать. Я думаю, первый завести все-таки в ресивер. Со всеми коммуникациями, в том числе и с выхлопом, здесь, конечно, будут большущие проблемы. Надо будет разместить горячки, чтобы они повлезали, и в то же время к ним подвести выхлоп, к ним подвести выходы из ГБЦ, а из них вывести выхлоп. Все не вернется нахрен. Супер турбосистема. Как упадет, не будет у меня больше турбинок. Да мать. Ну, пока турбины вращаются в разные стороны, еще хорошо. Но потом, я думаю, их обрежу и заставлю вращаться в разные стороны. Оригинальные турбины, конечно, направлены. Вот так вот получится очень красиво. Здесь, конечно, еще клапанная крышка. Если я сейчас буду все это монтировать на клапанной крышке, она просто все упадет. Но вот макет получается такой. То есть 4 турбины, они вполне прям занимают ровно ширину мотора. Притом ГБЦ здесь DSM-овская, на эволюшновской ГБЦ также. Да, конечно, такой макет уже красивый, но, наверное, не финальный. Возможно, что придется повернуть эти турбины под какой-то угол, а возможно, что, может быть, и вообще развернуть. Потому что со впуском-то все хорошо. Спереди стоят фильтра, или, по крайней мере, впуск. Вверх уходит впуск, подача на коллектор. И, в принципе, это все еще без всякого промежуточного хождения, типа интеркулера. Но я не думаю, что этой системе еще понадобится интеркулер. Она и так неплохо обрабатывает. А вот с выхлопом, точнее, с подачей, с коллекторной как бы частью, тут коллектор будет своеобразный, 4 коллектора. Вот с коллектором здесь не все так просто. Заводить его не получится, если только где-то под ним. Ну, в общем, это уже издержки производства, это я уже буду макетировать во время создания этого коллектора. Сейчас я заказал все фланцы, ну и надеюсь, что найду еще одну турбину
переднюю турбину от VR4. Если у кого-то есть, кстати, напишите мне, пожалуйста, мне нужна еще одна турбина и еще один аутлет от передней турбины VR4, чтобы уже иметь весь комплект, и можно приступить к макетированию в железе, то есть уже на прихваточках все посадить, а уже потом приступать к сборке мотора. Так как сейчас лежат турбины, конечно, и даже аутлеты особо не разместишь, выход на выхлоп не получится. Надо будет его разворачивать тоже куда-то под углом, наверное, в другую сторону от впускных пайпов, которые идут в коллектор. В идеале это развернуть турбину на 180 градусов, то есть сделать так, чтобы впуск был с этой стороны. Тогда все красиво вообще соединится. Но тогда потеряется какая-то эстетика всего этого проекта. Хочется, чтобы турбины смотрели вперед, а не назад. Но это, конечно, заморочки больше мои, но все же делается как бы по красоте. Поэтому, я думаю, надо извратиться и попытаться их уместить именно спереди. Мне очень хотелось сделать этот проект мотора из хлама в гараже необычным. И я думаю, у меня это получится. Я думаю, не часто вы видели квадро-турбосистемы, в особенности нарядной четверки, то есть по турбине на цилиндр. Вообще, конечно, идея у меня возникла раньше, когда я хотел поставить по турбине на V6, но я думаю, до этого мы еще доберемся. Турбины всего 4, надо еще подкопить малек. Если вам понравилась моя идея, то напишите это в комментариях. Если не понравилось, то напишите тем более. Я буду знать ваше мнение. Ну а в следующий раз я продолжу постройку. У меня уже должны будут быть готовы фланцы. Я смогу все это обварить. И тогда будет уже какой-то практический ход из всего этого. И уже будет видно, получается это или нет. Ну, соответственно, конечно, при вашей поддержке. Не будет вашей поддержки, не будет этого проекта. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте о всяческих донатах, потому что тяжело тянуть такие необычные вещи, требующие вложения за свои деньги. Поэтому помогайте этому проекту, и мы пойдем с ним дальше. Будет интересно, я думаю, он в итоге запустится с машиной или без, но я его хочу запустить. А на этом это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про мой канал NeoFAQ, на котором я размещаю видео-ответы на ваши комментарии, да и просто на понравившиеся мне комментарии. Пишите, подписывайтесь на канал NeoFAQ. Всем удачи, всем пока!